Ты же понимаешь, что это образ, что это клоунада, что это вот такой гротеск. Я не понимал, как мне это для себя оправдать. Идет война, да, люди, которые там, которые видели смерть и бомбежки, и они психологически очень травмированы. Мне писали какие-то люди там, да, ну знакомые, естественно. Я понимал, что в этом моменте отчаяние, испуг и крик. Мне надо забирать детей и уезжать. Что ты думаешь, Андрей, это кошмар, это... И я пишу: Оля, чтобы я знал, что это ты, напиши «Поляныця». Вот этот момент, раз, как будто вот я пробку в ванной, и пошла вода. Сердючка же не смешит. Сердючка меняет настроение. Не пожалел ли ты в этот момент особенно, что у тебя нет семьи в итоге? Когда ты это принимаешь, и ты это не драматизируешь, а это принимаешь, что так и есть, ты, значит, направляешь энергию, там, какие-то свои мысли в что-то другое. То есть ты кому-то можешь помочь, ты можешь создать какой-то номер, который может даже кого-то спасти. Под фанеру пел? Пел, конечно. Это грешно? Что ты сделаешь, когда закончится война? Сниму маску. Я бы очень хотела, чтобы ты поскорее снял. Давай я сейчас сниму. Как настроение, Андрей? Хорошее. Обычно бывает, что когда человек мобилизуется, как у тебя было во время начала войны, то после этого наступает большой спад и длинная депрессия. Я поэтому, собственно, и спросила, как ты? У меня такого не бывает. Мне постоянно какой-то происходит момент, знаешь, как будто я выкручиваюсь, или вот мне надо, или вот сейчас так, а потом будет вот так. У меня могли быть депрессии, связанные исключительно, наверное, с личными отношениями. А то, что касается ситуации, это как относиться или какой сценарий выбрать, сценарий поведенческий. А вот момент депрессии личного плана, скажем, ну, с личными отношениями, то это я не могу контролировать вообще. Но для нашего сегодняшнего разговора нам нужно будет выбрать цвет. Я выбираю, наверное, серый. Почему? Потому что он ближе к серебру. Я всегда получал серебряные места, вот, ну, если брать там второе, да, потому что первое или не давали, или сказали вот, на первом конкурсе Андрія Сови, это украинский был конкурс разговорный, и они из зависти нам, мы не дамо першу премию никому, а друге, значит, ну, все равно это первое, да, но теоретически не дали, но все равно, как бы, я получал второе место из-за зависти или из-за политических каких-то моментов, как было вот на Евровидении, там, Сербия, да, вот, об этом уже можно говорить. Правда. Уже можно, да? Тогда я это не мог сказать. Мы выбираем второе место. Да, второе место, серый цвет. Скажи, Гордеевой, скажи. Почему действительно для артистов из бывшего Советского Союза это Евровидение оказалось самым важным и политически важным конкурсом? Это все равно из советского времени. Ну как это? Надо выиграть. Наши артисты, я же многих видел. Вот если это не первое место, а третье там, или пятое, тварь, повесить, уничтожить. Люди, да? Кого вы послали, т-т-т. Но только первое место, все значит, наша победа. Какая, блядь, ваша победа? И какой ваш проигрыш? Это проигрыш того артиста, который... Или поражение, или победа. И вот в моей ситуации, когда в Украине, вот, ну, не то, что не хотели, чтобы я ехал, протесты были, да, и сжигали чучело на Майдане. И я очень заболел тогда. Потому что они забывали, что вот эта акция, которую они производили на Майдане, сжигая меня, под улюлюканье, хихиканье, да, что за этим персонажем стоит живой человек, я, да. И мне было это очень сложно. Но когда я уже приехал со вторым местом, все понимали, что это как первое. Конечно, встреча была, я не знаю, куча прессы, цветов. И мы ехали на чайке по Киеву. И одна баба, которая, все лето мне рассказывали, вытащили телевизор, поставили во дворе. Они там провода, эту антенну. И они сидели
И старая баба сидит, которая любит Евровидение, они смотрели как футбольный матч. И она говорит, ну надо ж, в том году выиграли уроды, в том году Гарри Поттер. Это она про Марию Шарифович, которая выиграла. Но настолько все следили, я думаю, это был такой последний, наверное, конкурс вот, с участием Сердючки, когда это был такой массовый интерес, вот, что это будет, вот никто не знал. А ты вообще зависим от славы? Послушай, вот момент любви – это же результат. Да, ну, ты проделал работу, плюс работа, и получается результат. И я специально не хотел никому понравиться. Вот вообще такого не было никогда. Вот я тебе клянусь. Вот момент, это всегда был момент выйти, поменять атмосферу, завести, да. Это были задачи. Конечно, мне приятно, когда я спокоен и очень хороший, мне это не портит, когда все прошло хорошо. И когда все довольны, это значит результат хороший. Я доволен, потому что так должно быть. Я расстраиваюсь, когда я делаю плохо. Люди вот хотят, а я делаю плохо. По состоянию здоровья, по состоянию ситуации, что кто-то из людей сделали что-то плохо или не выполнили райдер, там, допустим. Но по вине других людей. Вот я тоже расстраиваюсь. Но от славы я не зависим. Вообще. А от денег, которые слава приносит? Они нужны всегда, конечно. Мне очень нравится быть обеспеченным. Я всегда хотел быть богатым. Вот честно говорю. Но не потому, что это как-то влияет на меня, и я как-то меняюсь и покупаю проституток. Вообще такого у меня нет. Я очень рационален в этом плане. Очень скромно живу. Мне не надо дворцы. У меня нормальная машина, нормальный телефон. Если бы сейчас Сердючка остановила свою концертную деятельность, ты бы мог прожить всю оставшуюся жизнь, не работая? Конечно. Это было уже давно, в 2003 году я так мог сделать. Я не скрываю, я очень много зарабатывал, и я именно зарабатывал. Кто был на концертах, все видели, я никогда не халтурил. Под фанеру пел? Пел. Конечно. Это грешно? Я тебе сейчас объясню. В фанере нет ничего плохого, если происходит какое-то действие. Да? Удивительно, когда вокалист стоит на одном месте с хорошим звуком, поет под фонограмму. Но когда это момент некого шоу, то используется плейбэк или там вот как частично записанные какие-то вещи. Для комфорта же публики. Посмотрите там Майкла Джексона или Мадонну, ну это что, живую? Это понятно, что там фонограмма идет или они дублят себя, то есть в накладку поют. Элтон Джон не поет под фонограмму, там и шоу нет. Он сидит и играет. С XIV по XVI век здесь жили богатейшие люди Риги, а в XVIII веке в одном из здешних домов изобрели знаменитый рижский бальзам. Это все про улицу Грециньеко, одну из главных и старейших улиц рижского старого города. Кстати, свое название улица получила благодаря опечатке. В 15 веке улицу решили назвать в честь богатого торговца Зундерна. Он владел здесь самыми большими участками. С годами Зундерн превратился в Зонде, что по-немецки значит «грешник». Ну а улица Зондештрассе, по-латышски Грециньекуела, ну а по-русски попросту улица грешников. Спустя несколько веков Грециньекуела полностью оправдала свое название. Вот там, в начале улицы, у набережной располагалась гостиница «Варшава». Как гостиница она мало кого интересовала. Обычному путнику, желающему устроиться на тихий ночлег в Варшаве, с легкостью могли отказать. Здесь ждали совсем другую публику. Кабак в гостинице был известен далеко за пределами Риги. Местные даже называли его «кабак всего мира». Каждую ночь здесь кутили заезжие моряки, а еще приказчики окрестных лавок вперемешку с ворами, сутенерами и проститутками. Сегодня в здании, к сожалению или к счастью, не сохранилось следов былого разгула. Здесь просто находится аптека. Если в ваших ближайших планах есть Рига или вы планируете путешествие по более доступным сейчас направлениям, то с покупкой удобных билетов поможет «Купи билет». Настоящий планировщик путешествий. Тут можно строить сложные маршруты с любым количеством пересадок.
Сейчас, когда из России мало куда можно долететь напрямую, это особенно актуально. Чтобы сэкономить, выбирайте так называемые смарт-маршруты. Это умные маршруты, состоящие из билетов разных авиакомпаний по минимальным тарифам. Они значительно выгоднее заказов с едиными билетами, а путешествие со смарт-пересадкой вы можете успеть посмотреть новый город между рейсами. Подстраховаться на случай, если планы изменятся, можно с услугой «Купи билет. Возврат». Благодаря ей вам вернут 90% от стоимости билета баллами, которыми можно оплачивать будущие поездки. Эта услуга применима и для невозвратных билетов. Отели, кстати, тоже можно бронировать через «Купи билет» и платить за них любыми российскими картами. За каждое ваше бронирование будут начисляться баллы. Впоследствии ими можно оплатить до 40% новых заказов. Скачиваем приложение «Купи билет» и планируем будущие поездки выгодно и безопасно. Это Рига, поэтому, когда мы здесь встретились и начали запись, пошел Дождь. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что я до сих пор еду в автобусе. Вот я сейчас иду с тобой, да, а меня как будто трясет, как будто я до сих пор в этом рафике. Настолько меня убивает дорога, и все-таки я решил поехать. Почему? Это благотворительный тур в поддержку Украины, но коллектив точно получает все деньги. Вы поймите, они все имеют семьи, все имеют кучу проблем. Им надо оплачивать квартиру, бензин. Ну как по-другому? Ну это разве несправедливо? Сколько времени у вас заняла поездка из Киева до Риги? 2 дня. Вот я приехал сейчас быстро в душ, побрился, переоделся и к тебе. Думаешь, мне хотелось? Вообще, думаю, боже, где это? Ну, я просто к тебе очень так хорошо отношусь. Я так переживал, что ты ждешь там внизу, поэтому я говорю, конечно, ну вообще нет сроков. Да, ну за что спасибо. Конечно, мне хочется увидеть, многие пишут, о, мы едем с других там городов. И мне думаю, может, я не прав, что я так говорю, что я не хотел ехать. Все-таки, наверное, надо. Это не лень, но я не хочу выходить пустым. Вот ты понимаешь, когда ты делаешь через силу. Не хочется, чтобы люди получали удовольствие. А ты не боишься того, что к тебе здесь на концерты будут приходить русские, Ну, пусть приходят. и русские разные? Я подозревал подобные вопросы. Я, когда вот какие-то анонсы там или включения, я всегда говорил, люди, которые поддерживают политику Путина, на наш концерт не приходите, вам не понравится. Вот. А что, там будут внутри какие-то политические высказывания? Не политическая, будет реакция сердючки. А она первая, она кидается, первая на амбразурах, и называли ее «Поющий Кремль». Но первый этот конфликт, который... Лаш-Тунбай? Да. Я же говорю, вот сегодняшнего слушай, дня... вот если честно про Лаш-Тунбай, вот я тебе хочу сказать, как человек скажи. сторонний. Да. Да все услышали Раша Гудбай. Да перестань. Да все. Ну, значит, ты глухая, если ты услышала. Ну, ты включи и послушай. Вам навязали. Вам так навязали. Песню нигде не крутили. Вот ты вот видишь инструмент, как это вот тебе доказательства, да? Вот в Украине бандеровцы. И вы все, да, в Украине бандеровцы. Я же Эрнсту предложил эту песню за год до конкурса. Я говорю, меня от Украины не пустят. А мы такие любимцы были в России. И мне казалось, такая тютя-матютя, так мне все любят. Боже, как он потешно играет, значит, сердючку. И мы в кабинете, я же ему это рассказывал. Костя. Угу. Это абсолютно... А вы на «ты» прям? Нет, конечно. Я ему говорил Костя, но вы, конечно. Я не мог сказать почему-то Константин Львович. Я не знаю почему. Но мне показался он очень нормальный. Мне было комфортно с ним. Ну, во-первых, мне не было такого страха, как его так демонизировали, и мне так рассказывали, что это просто что-то исчадие ада. У меня такого ощущения не было. Но вокруг него вот эта группировка от этих его помощников, да, которые мне сказали быстро Константину Львовичу, я говорю, что такое быстро? Это что такое? Что овчарка? И, конечно, это бесило, моя вот эта свобода.
А я только заказал в столовой там какие-то там картошки, что-то котлета там, ну, внизу, в Останкино. Я только сейчас быстро брошу котлету, побегу к Эрнсту, да. Я сейчас поем и пойду. Так и передать, так и передать. Но это, я понимаю, что это накапливалось. И это раздражало, они нам платили деньги за участие в музыкальных программах, там, в «Песне года» нам платили деньги, да. Сейчас у вас никаких с ними вообще отношений, там, созвонов, я не знаю, СМС? Какой созвон? С 2007 года, после того скандала, и он, даже там были какие-то фразы, нет больше сердючки, что-то там, ну, он же так вершит судьбы. Мы, конечно, не общались, но его это злило, что она жива, конечно. А ты сильно потерял в деньгах вот с тех пор, как Россия вообще ушла из твоей жизни? Ты знаешь, я так много заработал, я не считал. До войны ты не сказал ни одного хвалебного слова о Зеленском. Нет. Я был в категории наблюдателя, потому что человек, которого ты знаешь очень хорошо, с которым ты выпивал, и у вас были какие-то тайны, там, да, мы могли там в номере собраться, посидеть, поговорить. Мне было всегда с ним очень комфортно работать. У нас никогда не было особой дружбы, но всегда были очень уважительные отношения, как с его стороны, так и с моей стороны. Мы знакомы очень давно. И я не верил, что так произойдет. Ну, вот я тебе клянусь, я не верил, что вот такое может быть. Что он станет президентом? Что станет президентом. Ну, думаю, ну не дадут, ну никогда это не может быть. Это договорняк, это какой-то пост, который не может просто так кому-то достаться. И когда это произошло, я же очень хорошо это помню, я смотрел в прямом эфире, я не мог поверить. История для кино. Мне было интересно, что из этого получится. Была сразу большая радость у него, у команды. Как будто они получили золотой кивин. Такая радость. А я думаю, золотой кивин получают, когда все закончилось. А у вас только начинается. Вот в чем разница. И я думал, как это будет. Ну, это удивительно, конечно. Ты знаешь, меня наградили орденом за заслуги за заслуги просто, третьей степени. Я еще его не получил. Ну, наградили, да. Я тебе скажу, мне было приятно. В какой момент ты понял про Зеленского, что да, это президент, и это мой президент? Когда он перестал хотеть нравиться. Вот то, что присуще артисту. Мы хотим всем понравиться. А из-за того, что он не политик, Зеленский, да, и есть такой момент, что наших бьют, ну, это так примитивно говорю. И я понимал, что он по-другому не поступил бы. И момент того, что когда говорят такое геройство, а что он остался в Киеве, а я думаю, а как он должен был поступить? Вот я бы остался в Киеве. И я и остался в Киеве. Как сейчас люди живут в Украине? Наверное, жизнь в Украине и в Киеве, она разная все-таки. Да. Во Львове, в Полтаве разное, да. И в Донецке, в Крыму, все по-разному. Это ужасно. Потому что ты не понимаешь, как это будет. Кинуть сейчас бомбы, не кинуть сейчас. Вот ты не понимаешь. Но 7 месяцев войны, ты же все равно в какой-то момент к этому привыкаешь. В тюрьме человек сидит, он привыкает сидеть в тюрьме. Война, он привыкает. К хорошему он привыкает очень быстро. Но и к плохому привыкает. Вот сейчас нету того-то, ну, будет вот это, вот это, вот это. Не было ли у тебя мысли поехать с сердючкой на фронт? Нет. А были ли такие предложения? Ты знаешь, я до такого степени сумасшедших не встречал. Ну, все же понимают, что это образ, что это клоунада, что это вот такой гротеск. Мне неудобно выступать даже было на концерте в метро, только из-за того, что я не понимал, как мне это для себя оправдать. Идет война, да, люди, которые там, которые видели смерть и бомбежки, и они психологически очень травмированы. Я это понимал. Почему я переоделся именно, вот придумал этот ход, и меня он как-то чуть успокоил. Она переоделась, значит, сердючка, и спустилась в метро, так как сирены, и концерт нельзя проводить, ну, в зале, да. И если сирена, то все должны спуститься в бомбоубежище. Но мне надо было придумать этот ход. И когда
Мы в этих камуфляжных костюмах после песни «Russia Goodbye» мы сняли, то есть мы сняли это время для того, чтобы вспомнить, вот давайте вспомним те года, когда вы были маленькими, а ваши родители, выпившие, танцевали под сердючком. Насколько быстро человек привыкает к войне? Ты понимаешь, каждый человек по-разному. Смотри, я жил, ну, казалось бы, в самом опасном месте. Да? Ну, центр, но в центре дома нету, да? Все убежали из Киева. У меня было свое ощущение. И другое ощущение расскажет человек, который там жил и встретил войну в Ирпене. Да? Мой водитель Рома, который не мог выехать, я ему просто приказал выехать из этого села, где он был у родителей, то он до сих пор напуган. Потому что он видел пролетающие рядом эти самолеты. В их доме были русские солдаты. Он успел уехать. И он уехал раньше, и машина, которая ехала за ним, их расстреляла. И, конечно, я чувствую его последствия этой травмы. Хотя он взрослый человек. Бывают очень сильные люди, казалось бы, а они настолько были растеряны, настолько были в панике. Я себе тоже удивлялся, почему у меня такого нет. Я раз собранный тут, пошел туда, все собрал, команды раздал. Да. Тех посмешил, тех что-то. Многие люди остались в Киеве из-за меня. Я там слов не подбирал, это были прямые включения. Может, я неосознанно это делал. Но пытался все в немножко ироничном тоне это делать, чтобы убирать страх этот. Это правда. Был момент, когда ты подумал, что все-таки надо уехать? Нет, ни разу. Мне позвонил очень известный человек. Я не могу назвать его. Это первые дни. К тебе приедет такой-то, такой-то. Срочно уезжай из Киева. Андрей, срочно уезжай. Я говорю, не хочу. Он мне спросил, не хочешь или не можешь? Это очень, вы все его знаете. Ну, кто это? Ну, я не могу сказать. Ну, почему? Потому. Он русский или он украинский? Он украинский, но он живет в России. Но вот я удивился этому отношению ко мне, честно скажу. И он говорит, не хочешь или не можешь? Я говорю, мне как в утренней почте. Алла, не могу и не хочу. Да. Мне казалось, он подумал, что я чуть-чуть с приветом. Я ему очень благодарен. Но я даже себе не представлял, куда я поеду, как это, куда я буду поселяться. Нет, я даже не рассматривал это. Я думаю, я буду в Киеве. Сейчас, когда Зеленский говорит о том, что никакие переговоры с Россией ему не нужны, если не будут возвращены территории, да. Насколько эти слова пользуются поддержкой внутри Украины? Я абсолютно с этим согласен. Какие могут быть переговоры? Верните все, и я по-другому не думаю. Мне как раз понятно, как по-другому может быть. Конечно, должна быть победа. Все должно вернуться в территорию, там, 91-го года должен вернуться Крым. Усталости от войны в стране нет? Конечно, есть. Уже давно. Поэтому, может быть, и люди, и вот эти концерты, которые происходят, это... как бы все равно напоминание о том, что мы в Украине, что это все происходит. Люди начинают, наверное, перелистывать. И это понятно. Посмотреть какой-то фильм, отвлечься. Устают, конечно, устают. Тебя самого изменила война? В чем? Ничем, нет. Ты понимаешь, мы никогда не врали сами себе. Мы кому-то нравились, и у нас были проблемы в Украине, были проблемы в России. Кто-то нас любил, кто-то нас не любил. Я благодарен только обычным людям. Если бы не обычные люди, нас бы давно не было. Все. И из-за того, что я там живу на Крещатике и имею финансовую... У меня же сердючка забрала полностью юность. Вот она забрала у меня юность вообще. И мне ничего не... Вот я не помню ничего. Для того, чтобы обеспечить мне старость какую-то, да? Вот и ты думаешь, ну вот хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо.
Вот я могу там никуда не ездить, да, там я могу как-то остановиться, я могу. Но в то же время я не могу, потому что меня окружает куча людей, которым нам надо и зарабатывать. И я понимаю, что многие люди нуждаются в каком-то хорошем настроении. Многие заказывают, чтобы мы выступали, потому что именно мы поднимаем настроение. И мне хочется создавать новый материал. А когда его создать? В самолете или в автобусе, который трясет вот так? Когда его создавать? Надо успокоиться, надо привести себя в порядок. В 2011 году в Екатеринбурге на пересечении улицы Малышева и Банковского переулка появился необычный памятник – Банковской пластиковой карте. На карточке выгравировано имя Эдвард Беллами. В конце XIX века Беллами прославился как писатель-фантаст. Главный герой его романа «Looking Backward», самый известный перевод названия на русский «Через 100 лет», засыпает в 1887 году и просыпается в 2000-м. В этой книге утопичный и по сегодняшним меркам, наверное, наивный, впервые упоминается платежное средство, заменившее людям будущего деньги и очень похожее на современную кредитку. В романе Беллами описаны платежные карты из картона. Из него их поначалу и делали. Затем на смену бумаге пришел металл, а пластиковые карты появились только в конце 1950-х. Банковские карты уже давно вошли в повседневную жизнь, но в последнее время для многих стал очень актуальным вопрос получения карты иностранного банка. Компания EasyPay World помогает с этим и позволяет получить зарубежные карты Visa и MasterCard, которые можно пополнять переводами с российских счетов или через системы Corona Pay, Unistream и Kiwi. Карты открывают в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Вам для этого ехать никуда не надо. Достаточно прислать фото загранпаспорта, пройти видеоинтервью, а в некоторых случаях написать доверенность. Компания гарантирует конфиденциальность данных и обещает, что в случае, если с работой новой карты возникнут какие-то проблемы, ее перевыпустят в другом банке. А еще в EasyPay работает бесплатная поддержка, которая помогает безопасно пополнять карту и разобраться в налоговых вопросах. Переходим по ссылке в описании и оформляем иностранную банковскую карту с EasyPay World. А по промокоду Гордеева получаем 5% скидку на оформление любой карты до конца ноября. Казалось, что в первые дни, да, в украинцах огромное количество ненависти к русским и запрос на то, что вот выйдите на улицу, как будто бы никто ничего не понимал, что не могут они выйти на улицу. У меня есть пару вещей, которые я прокручивал, если бы мне дали этого человека, ну эту тварь вернее, который это сделал с украинским солдатом. Да? Я думаю, вот я бы довел бы до пикового момента, чтобы он почувствовал, как это будет сейчас ему ужасно, то, что он сделал. Но я бы это не сделал. Не смог бы? Но я был бы окако. Но когда он это... Есть пару моментов, я не могу это даже говорить. Я не могу... У меня в детстве был момент, когда, ты знаешь... Мне потом это снилось очень долго, когда сотрудница завода, который был рядом с нами, военный завод, 20-й, она вышла, 3-я смена была, и она остановила машину. Она была беременная. И она села в машину, и эти твари ее вывезли в лес, изнасиловали беременную. И потом несколько раз проехали по ней этой машиной. У меня эта картина была несколько лет перед глазами. Вот я ложился спать, у меня эта картина была. И когда я вот за этого парня, который вот эта история, я не смотрел никакое видео, не смог бы это смотреть, но... Какая история? Который отрезал гениталии ему, да, и потом застрелил. И я представляю, вот, ну, что люди перенесли, да, там таких же историй очень много. И как это можно простить? И что бы там ни говорили, что это коллективный, он отвечает за это. Человек, который, вот, с одной стороны, вот я говорю,
Путин, чтоб ты сдох, вот стричка кричит оскорблялки. Да, неприятная, ну, оскорблялка. Ну, оскорблялка не может быть приятной, да? Но это как бы образ, чтобы ты это сдох. же не оскорблялка. Ну как, пожелалка, да? Оскорблялка. И там выдумаю на ходу, значит, эти оскорблялки про Соловьева, Кострю, про Скобеева. Но сдох – это же как некий образ. Мне бы очень хотелось, чтобы он предстал пред судом. Вот мне вот реально этого очень хотелось. Мне хотелось бы на это посмотреть. Так же, как и Скобеева, и этот Соловьев, и Киселев. Потому что они знают, что они делают. Скажи, пожалуйста, а в Украине сейчас отношение к русским и к России абсолютно однозначное, и это ненависть? Конечно. То есть другого вообще ничего нет? А что может быть другое? Вот на данный момент, понятно, я говорю, это абсолютно, как приводит пример, отношения вот как к немецкому языку. Я тут абсолютно согласен, это та же ситуация. Но 70-80% украинцев все-таки говорят по-русски. И что? Я же разговариваю с тобой на русском, да. да? И я умею говорить на украинском. Мы так Что же... теперь делать? Так может быть... Так не про русский язык же мы говорим сейчас. Мы сейчас говорим о войне между Россией. Это же, смотри, у меня была вражда с моей сестрой. Ну, правда, я не разговаривал 5 лет Я с ней. знаю. Но это же моя родная сестра. Ну, да? И вот мы не разговаривали, потому что она на меня написала заявление, что я украл ребенка. Ну да, она сделала глупость, понятно. Но мне же это осталось, и я не мог общаться. А ты говоришь по поводу стран. Что можно говорить? Одно государство напало на другое. А что тут еще объяснять? То, что мы говорим на одном языке? Или там какая-то часть Украины говорит? У меня родной язык был всегда суржик. Вот я жил в этой атмосфере полтавской, да, это был суржик, и мы с сынкой даже так в жизни не разговариваем, на самом деле. Но я в начале кар'єри розмовляв виключно українською мовою. І там перші мої інтерв'ю я розмовляв українською. Но когда открывался вот момент того, что нас начали приглашать в Россию, я специально себя заставлял, тренировался, чтобы хотя бы не вживать, употреблять украинизмы. Да? Вот я очень бежал, я не хотел быть похожим, наверное, на персонаж, который я играю. Хотя, наверное, там больше я. Но все-таки это я. Поэтому его и больше любили, наверное, чем меня. Значит ли это, что через год, когда мы с тобой встретимся, ты будешь говорить по-украински? Это значит, если я говорю для аудитории, которая идет на Украину, естественно, я буду говорить на украинском. Да? Если это смотрят люди там, в Казахстане, в Америке, там, где угодно, да, конечно, я буду говорить на русском. Вот и все. Это же язык, я же хочу быть понятым, для этого язык. Причем тут это? Можно ли сказать, что ты собирался закончить карьеру Верки Сердючки до войны, и из-за войны тебе приходится сейчас опять выходить на сцену? Нет, я очень себя плохо чувствовал. Я отменил концерты, работал только заказные концерты, да, ну такие вот разовые, хотя мне это было тоже тяжело. И я согласился на контракт на X-Factor. Думаю, попробуй себя в этом роли, и чтобы найти себя как Данилка, да. Это же все равно экранный образ. Я знал, как выглядит Сердючка, и как сделать так, чтобы она выглядела хорошо. Как выглядит Данилка, я не знал. Ну, какой он должен быть, да? Ага, как его зарисовать? А его невозможно зарисовать. Сейчас можно. Одел черная кепка, черная... О! Идет наш даже Дима, который вот в коллективе работает зайцем у нас. И он одел черную маску и кепку черную... как это, реглан, да, ему говорят, что ты одевся, как Данилко. Мне не шел черный цвет. Я ходил только в синих джинсах, кеды, там какая-то, клетчатая рубашка. Потом как отрезало. И я одел черный, и я не мог его снять. Я думаю, какой-то период такой. Но мне бы хотелось в мечтах закончится война, я наконец сниму эту маску, сниму кепку, сделаю красивую прическу. А ты не лысый? Ты что? Я не успеваю стричься.
Ко мне приезжает там один парень, Руслан, и стрижет. И говорит, ну вот, Андрей, зачем я это делаю, если вы все время ходите в кепке? Я еще проблема кепку выбрать. Ты заходишь в эту Зару. Ну, Андрей, ну купи их 3 сразу. Нет, я покупаю эту одну кепку. Ну, зачем я буду накупать эти кепки? И вот эта кепка, которая со временем, она начинает терять цвет, потому что я все-таки ее стираю. И чтобы ее сделать темнее, даже на твое интервью сейчас, надо ее, значит, водой хорошо. Ну ладно. Я тебе клянусь. У меня нет времени пойти купить кепку. Так подожди, если бы не война, ты бы уже вышел из образа Сердючки? Ты бы уже не вернулся в него? Да, я вернулся давно, в 2018 году. Это визуально я ушел, потому что я себе не нравился на экране. Меня это раздражало, что она полная, что видно эти щеки. И когда ты одеваешь эту звезду, тут застежка, у тебя квадратное лицо. И все вот это поднимается. Она неправильно как-то пошита, какую-то сделали ошибку в застежке. Я не мог это понять. И поэтому сейчас мне надо какая-то пауза для того, чтобы привести себя в порядок, набрать тот вес, который мне нужен, да. Это не алкоголь и не еда. У меня проблема, сбой гормональный из-за стресса. И меня лечили от другого. Все время меня лечили от другого. Я хочу это поменять. Я не могу выходить на сцену пустой. Я хочу импровизировать, я хочу не барабанить на наработанном мастерстве, каким-то приемом, а чтобы получать удовольствие. Чтобы каждый концерт, как было раньше. Почему нету монолога Сердючки от начала до конца одинакового? Потому что я все время стеснялся повторяться. Как будто я рассказывал анекдот 2-й раз. И поэтому, когда я рассказывал монолог Сердючки, я все время менял слова, я вставлял какие-то песенки, да, все время оживлял. Понимаешь? Я сделал такое небольшое открытие, что у человека есть 2 слабости в этой жизни. Это любовь и алкоголь. Вот мы не можем с этими слабостями бороться. Вот у каждого из вас была такая история. Кто-то был или в качестве наблюдателя, или так сами участвовали. Не-не-не, я пить не буду. Не-не. Не-не-не, боже мой, не-не. Не-не-не, я пить не буду. Не-не-не. Я сейчас пью антибиотики, мне нельзя, не-не. Не-не-не, боже мой. Не-не-не, не-не-не. Ой, что там от одной рюмки будет? У тебя есть проблема с тем, что вот сейчас, когда идет война, погибают люди, кто-то прямо сейчас стреляет, кто-то прямо сейчас кричит от боли, а выходить на сцену как будто бы неприлично, да, и совершенно не понятно, зачем все это искусство нужно? На меня это тоже действует, и я это учитываю, конечно, по-другому не может быть. Но я понимаю, что вот это время, которое там 1,5-2 часа, мне нужно людям поднять настроение. Сердючка же не смешит. Сердючка меняет настроение. Я могу рассказать какую-то слезливую историю из своей жизни через Сердючку. И все вспоминают себя. Вот эта история, когда я рассказываю ситуацию, когда я в Нью-Йорке напился коньяку и написал песню «Я сегодня напьюсь и позвоню тебе». Да? Эта ситуация была, она песня не записана, но про всех. И ты уже забываешь, что ты утром кому-то звонил, оскорблял там, или что-то там, выяснял отношения. Люди всегда хотят слышать про себя. Земфира, почему нравилось всем вот это «Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобой». Я всегда этот пример привожу. Твоя огромная любовь. Вот она сказала лаконично о том, о чем я думаю. Или там ласково, ну что же ты моим цветам совсем не рада. Это всегда было, вот, как будто это говорю я. А вы, наверное, не плачь, еще одна осталась. Это моя любимая песня. У нас с тобой. Но у «Ласкового мая» моя любимая песня, конечно, «И снова седая ночь». Нет, я тоже ее любил, но она для меня такая вот немножко затасканная. Правда, что ты огромный фанат «Ласкового мая»? Да. Как это началось? Это мое было потрясение. Детское, конечно. Я пообедал в пионерском лагере «Дружба» и шел в корпус. Я помню это время, я помню этот аромат цветущий, как это называю, волчьи ягоды. Надо сорвать, значит, можно умереть. Шелковица, вот эта, которая весь рот синий. Значит. И я подхожу к корпусу, а корпус еще старый такой, знаете, 600 человек в одной палате, вот эта комната, да? И я подхожу к корпусу, такое уже солнце,
Коли Нива, сейчас Тихий час. И вот эти дети сидят, стоит магнитофон, электроника, и играют «Ну что же ты моим цветам совсем не рада». Мне такое было потрясение. Я говорю, а кто это поет? А мне говорят, Катя Семенова. Думаю, Катя Семенова. Чё, как это Катя Семенова? И все дети вот так сидят. Вот так. Возле этого магнитофона. И снова седая ночь. У меня было просто потрясение. Именно в том звуке. Ну, уже когда мы узнали, что это поет мальчик с детского дома, никто не знал, как его зовут, поет какой-то мальчик с детского дома. О, боже. Завалился. И приехав в Полтаву, мы не знали, как это называется. Но я название не знал. И это везде играет. Вот я захожу в ЦУМ, и я вот так стоял, именно эта песня. Она меня преследовала. Последний снег сошел с земли и крыш. О, боже, мне прям слез. Опять к другому киоску подойду. Опять эта песня. И я, придя в школу пионерской, услышал, что играет эта кассета у вожатой. И я, дай мне эту кассету. И мне дали на ночь. И мы берем 2 магнитофона, туда засовываем то туда, то сюда. И была зима. И я помню, что ты открываешь шторы, падает этот снег и играет «Пусть будет ночь», вот эта песня. И у меня, я говорю, «Ласковый май» ассоциируется только с зимой. Вечер, вот это огни, зима, и я утром встаю, сонна дитина, в 3 погибели, да, одела в ноте, значит, что-то там, обувь, шарф, эти, на резинках эти рукавицы, и ты выходишь так утром, открываешь окно, а намело снега, а еще темно, и ты думаешь, блин, в школу идти, а там же тепло, ты сейчас сядешь возле батареи и будешь спать 3 урока 100%. И ты идешь, а кто-то этой лопатой отбрасывает снег, делает дорожку. И ты с этим портфелем, и горит эта школа, и мне этот «Ласковый май» играет. Ну вот в голове, да? Вот у меня вот это было для меня детское потрясение. А потом ты поехал в Москву, чтобы увидеть «Ласковый май». Да, я даже не надеялся, мы их не показывали по телевизору, да, это считалось эталон пошлости, как это можно такое слушать, это ужас, я помню. Эти газеты «Майские метаморфозы», Юркины, я все помню. И я был на первом их концерте в Москве, в спорткомплексе «Крылатский». И 100 кордонов надо было пройти, куча людей. А накануне показали утреннюю почту, где его показали, вот, Шатунова. Какая-то девка в черном танцевала зажигательный танец вокруг него, а он все время пытался от нее уйти. Это снималось в клубе «Метелица». И там он, вот Юра, тот, который еще был не оглушен этой славой, а как будто он стесняется, и он в то время строил глазки камере. Вот он был звезда, вот он, вот весь этот Юра Шатунов, вот понимаешь, это звезда. Вот он очень естественный был в своих движениях. И вот все пацаны делали вот так прическу, я помню, вот так начесывали эту часть, и мы делали под Шатунова прическу. И девочки думали, блин, почему мы девочки, мы тоже хотим быть Юрой Шатуновым. В чем феномен «Ласкового мая»? Феномен «Ласкового мая» в том, что в этих песнях заложен другой смысл. Вот я это понимал в детстве. Мне никто не объяснял, Андрей, я откровенен только лишь с луною там, или белые розы, что эта песня не про цветы, да? Я это понимал. А про что? Это песня о юности, вот о подростке. Вот ты нужен, когда ты юный, а потом тебя оставляют на белом холодном огне. Вот песня про цветы, я объяснял уже несколько раз, говорю, тут, ребят, ну песня про цветы — это желтые тюльпаны, вестники разлуки. Розовые розы, светки, сокол. Ну, там песен про все цветы, про все эти розы, да, написано было. А это нет. И те песни, да, как ретро, они остались. А это особняком
И ее любят новые поколения. Заметьте, вот «Белые розы» перепевают, судятся, права, скандалы. И благодаря этому я научился играть на пианино. Там надо через одно, это будет аккорд. И вот я так наблатыкался, что, в принципе, сейчас я вам могу показать, как я играю на пианино, и, для вас, чтобы составить впечатление. И так и на сцене так не играю, но чтобы сказать, ого, могу. А вы знакомы были с Шатуновым? Понимаешь, это нельзя назвать дружбой в понимании встречаться каждый день, да, но мне какое-то было близкое к нему отношение. И у него тоже. И последний раз мы виделись, когда он забежал ко мне в гримерку в Софисе. Вот клуб Софис, вот этот московский. И он работал перед нами, и он забежал, у меня осталась эта фотография, и мы оба очень плохо выглядели. Я еще думаю, я сейчас-то спасусь, одену сердючку, там очки, как-то так. А я вот почувствовал как-то, и он мне даже об этом сказал. И мы вот поговорили, он такой живой очень был, и он так был рад видеть. И у меня был такой случай, это описывают какие-то наши отношения, да, с ним. У него не было друзей, так понимание, там, и ему очень сложно было. Приятели, конечно, там, да, знакомые, но был такой случай. Мы работали на 20-летие группы «Ласковый май» в Ставрополе, Разин организовал, и мы тогда были очень популярны, сердючка я имею в виду, прямо топ-топыч такой был. И меня приводят на этот стадион какие-то охранники, там мы тогда ходили, и они нужны были, почему? Потому что, оградить меня от людей, потому что сердючка, я потерял очень много сумасшедших, которые моими родственниками, или булавки мне закалывали куда-то там в цветы. Там. Я хотел это исключить, и чтобы у меня было какое-то свое место. И когда мы были с концертами в Театре эстрады, первый в Москве, и Казанов сказал такую фразу: как может существовать начинающий артист там, в режиме 20 охранников? А мне очень охраняли. А я, понимаешь, он не понимает просто от того, что мне надо свою территорию, мне надо покой, мне надо своя территория. По-другому ты это не сделаешь. Это не для пафоса, как Тимати ходит. Я не знаю, для чего, кто будет на него кидаться, я не знаю. Но когда он ходил с такими здоровыми, меня это смешило. И вот Юра. И я приезжаю, а его выгоняют с гримерки Шатунова. И я говорю, Юра будет в гримерке со мной, что мы не поделим место. И мы остановимся в этой гримерке. И он какой-то был чуть не уверен. Это еще не было такого второго его возвращения, такого пикового, да. И вот Аркадий Кудряшов, да, вот он, его, который оберегал вот ни с кем. Директор его. Да, вот он как стена просто. Юра говорит: Аркадий, мы хотим с Андреем покурить. Сигарет. Да, дядя, возьму сигарету, ты что, дядя, возьму, Аркадий, пойди, найди сигарету, вот пачку сигарет, мы хотим с Андреем покурить. 10 минут от этих перепалок, я там сижу, раскладываю косметику, там, костюм. Аркадий уходит искать сигареты. Закрывается дверь, Юра достает пачку сигарет из курточки, Мальборо, дает мне и берет себе. Я подумал, он просто хочет, чтобы мы остались вдвоем, поговорили. И у меня было очень доверительное с ним моменты, которые я рассказать не могу, там, в силу нашего общения, там, да. Мы очень похожи с ним. И когда я заболел, и вот ужасно выглядел в этом X-факторе, и я поправился, и делал многие вещи через силу. И мне доходило до таких срывов, я не могу. Я не хочу это все, хочется все это бросить. Да? Я не спал, алкоголь. И когда я видел его последние вот эти записи концертов, которые снимают люди, я видел себя. Мы одного года, у нас там разница, он 6-го, я 2-го. Мы одного года. Мы очень похожи по многим вещам. Я вижу в каких-то повадках его тоже, себя. Я слышу, сколько там вранья сейчас там про разговоров, видишь, да, там как эти разборки, там песни. Если бы я рассказал всю правду, что на самом деле. А что на самом деле? Я ничего не могу рассказать. Пока.
И ты знаешь, удивительная была история. Я написал им смс-ку. Сейчас одну секунду я найду, хорошо. И последняя моя смс-ка. Юрчик, хорошего года, Андрей. С 22 годом. Ужас. Как точно называется твоя болезнь? Я себя очень запустил. И вот эти все гастроли, скачки, когда ты в юном возрасте, это еще проходит, да, а потом... Ну, подожди, это депрессия, это что-то такое психологический гормональный сбой. Да, это гормональный сбой, это было связано со стрессами. И та трагедия, которая случилась с Юрой Шатуновым, это стрессы, это колоссальные нагрузки. Я когда увидел список городов, я говорю, я же понимаю, что это такое, да? Я не понимал, как он может столько работать. И я видел его изменения визуально, то, что ты посмотришь, зайдешь в интернет и просто посмотришь на мои фотографии. Я потихоньку, это не быстрая история, я потихоньку только превращаюсь в человека. Если бы не война, ты бы поехала на похороны Шатунова? Конечно. Я поехал бы на похороны Виктюка и на похороны Жванецкого. Я поехал бы, конечно. Это для меня такие значимые люди. Те люди, которые меня всегда защищали. Вот Жванецкий, Жиарханян, Виктюк. Как-то они так все как-то рядом в один год, да? И со Жванецким мы познакомились именно здесь, в Риге. В Риге, да? Да. И я получал Кубок Райкина, но как-то с опозданием, потому что меня не выпустили. Там целая история какая-то была. Она такая здоровенная, это как из какой-то стали сделанный корабль. Что такое было? В Доме профсоюзов. И я хожу, значит, прогоняю текст, а я такой был очень спорный, потому что, ну, как бы такая, ну, неинтеллигентная это все. Это ряженичество, арбузные груди, такое, знаешь. И я хожу туда-сюда, в коридоре, репетирую, и мне кто-то говорит: Андрей, здравствуйте. И я так машинально здравствуйте и пошел дальше. А потом думаю, голос знакомый голос. И я разворачиваюсь, смотрю, стоит Жванецкий, да. А я же его никогда в жизни не видел, он маленький. И я говорю: Господи, простите меня ради Бога, это я, говорит, вмешался в ваш творческий процесс, проезжайте. И вот он мне говорит такую фразу, Жванецкий, он говорит: Андрюша, а вы живете же в гостинице там такой-то? Я не помню, знаю, я не могу их выговорить. А я говорю: ну да, в такой-то. Слушайте, а спуститесь ко мне там в 220 номер и возьмите с собой бутылочку водочки. И я думаю, боже, и я так уже представил это все. Но я постеснялся и не пошел. Мне казалось, это так, ну, как бы, ну, неудобно. Он как-то ко мне, ну, думаю, надо отказаться, красиво так. Ну, что-то я постеснялся, но потом мы с ним, конечно, встречались много раз и в Одессе. И уже общались как люди просто. Вот это мои люди были, вот как Джиарханян, вот как Виктюк. И вот даже первое наше знакомство с Виктюком, да, это такой какой-то был успех у меня в зале «Россия». А это был, кажется, бенефис Фимы Шифрина. И меня так принимали, а мне так было неудобно, потому что это же его бенефис. И мне так казалось, что он расстроится или обидится. Думаю, скорее, я что ухожу, а мне хлопают. И ко мне, значит, после этого фурора, значит, стучится кто-то в дверь. Виктюк. И он говорит: ну ты, блядь, ну ты... Ну, это имеется в виду, типа, похвала, типа. И каже: послухай, могут с тобой хлопцы сфотографироваться? Я думаю, какие хлопцы? Кажу, ну, конечно, мне стыдно. Я в кожаной куртке. У меня есть фотография, я дам, покажешь. Ага. И заходит группа «Нана». Боже, группа «Нана» в концертных костюмах. Они не выступали, они были в зале, ну, в гостях. Ага. И после этого мы пошли, я в ужасе, и пошли, выпили вина, банкет, значит, буквой П, куча каких-то знаменитостей в этой России, гостинице России. И все висят на мне вот так. Что-то мне рассказывают, как они не любят Петросяна, а вот вы там ТТБ, как вы это могли придумать. И Виктюк сказал тогда гениальную фразу, он говорит: видишь, что мне достают? Уже выпившие такие. Много, все знаменитости. А мы по центру с ним стоим. Нана, Виктюк, по центру с бокалами. И он говорит:
А они не знакомы с этим человеком, который на меня наседал. Он говорит: уважаемый, идите в пизду. После этой фразы ко мне не подходил никто. И он как-то мог меня вот как-то спасать в таких ситуациях. Он очень ко мне хорошо относился, но никогда мы, наверное, не смогли работать вместе. Дружить, да. И мы когда только бываем во Львове, мы с Инкой всегда выбираем время и едем к нему. Я специально покупаю гвоздики. Я говорю: вот партийные цветы, Роман Григорьевич. А вот что бы сейчас с ним было? Ты думала об этом? Я думал, когда случилась аннексия Крыма, кто не знает, он был в гостях у Андрея Малахова в, как это, не пусть говорят, за столом они сидят. В субботу вечером она называлась. И вот какая-то была программа, и он там был. И он мне позвонил после программы этой и говорит, ну была запись, понятно. И он говорит: алло, Данилка. Я говорю: да, Роман Григорьевич. Блядь, руки подать никому. То есть эта ситуация, она не обсуждалась, но витала. Вот эта аннексия Крыма, да, и ему было очень некомфортно, зная его. Я не знаю, как бы он это пережил. Это ж, я понимаю, какая зависимость, да? Здание, театр, квартира. Ну, это очень сложно. А как ты себе отвечаешь на вопрос о том, почему люди, которых ты хорошо знаешь, и с которыми вы, в общем-то, ну, может быть, не самые близкие друзья, но в приятельских отношениях, ничего не сказали про войну и даже не называют войну войной? Ну, послушай, значит, я их плохо знал, это раз. А во-вторых, в большей степени я понимал, кто есть кто, честно тебе скажу. А вот часто тур международный, то есть ты рассчитываешь на русскоязычную или украиноязычную аудиторию? Да, было. Все туры, которые приезжают, там кто-то в основном идут итальянцы, приезжают там, ну, в те года, там, Адриано Челентано, в Берлин, к примеру, да, это все итальянцы. Ну, а приезжают Тото Кутунью в Россию, все идут русские. Не путай, пожалуйста. Для нас это была экзотика, это были люди с Луны. Для нас это было что-то такое. Все идут на ностальгию. Мы с ним знакомы, с Тото Кутунью. Это же моя мечта. Я его вырезал в библиотеке. Ты вырезал в библиотеке артистов? Ты что? Была такая штука, когда вот лезвие, да, я прятал ее в руку. Там целая система была. Когда собирали артистов. И я увлекался очень итальянской эстрадой, это Сан-Ремо, я знал все песни наизусть. Если ты мне включишь любую итальянскую песню того времени, вот сейчас я ее так не вспомню, но ты мне ее включишь, я тебе ее спою. Почему между Адриано Челентано и Тото Кутунью ты выбрал Тото Кутунью? Но Тото Кутунью более доступный, Челентано недоступный, да. Все-таки Кутунья приезжал очень часто в СССР, его показывали больше, чем Челентано. Челентано был больше, показывали как фильмы его, да, в кино. И то там было всего 3 фильма: «Серафина», «Блеф» и «Укрощение строптивого». Мне нравилось «Укрощение строптивого», я с ума сходил. Он до сих пор, я бывает его пересматриваю, мне так это нравится. А Тото Кутунья, он какой-то был более доступный, да. Его больше показывали в «Утренней почте», его больше были пластинки. Мне казалось, что Челентано как-то посимпатичней. Ну, мы же не так определяли. Тебе нравится песня. И песни у него посимпатичнее. Ну, все-таки Кутунья их писал, там, большую часть. Целый альбом Челентано написал Кутунья. И песня «Лошадыми кантары», вот это итальяно, написано было для Челентано, он просто отказался. Тем самым сделав карьеру Кутунья. Наверное, все-таки была волна популярности Кутунья на тот момент больше. Поэтому это было модно, и он такой, все его обожали просто, и эти плакаты. И поэтому все ходили, вырезали. Это она была тайна, это надо было вот так смотреть, тут раз, потом перевернуть. Там целая схема. И я только раз попался. Только раз. И что тебе было? И то я ненавидел этот Modern Talking из-за этого. В журнале «Ровесник» я вырезал Modern Talking. И я понимаю, что они после сдачи этой пачки журналов, они проверили. И думают: о, вот эта сука, которая режет. Это все-таки был он. И позвонили в школу, и пришла учительница. А это было такое, на таком уровне, что как будто я убил человека, закопал, но кто-то это увидел. У меня подкосились ноги. И я эту вырезку
пошел в библиотеку отдавать. И видно, мне настолько был детский стресс. Это была весна, до сих пор это запомнил. И я подхожу, и она сидит с этими, как называется, рапортички, как не рапортички, как... Формуляры. Формулярчики, да, рапортички. И она пишет и смотрит на меня. И тут я подходит что-то такое белого цвета. Смотрит токен. И я говорю, и она увидела, я чуть не потерял сознание. И не... Да, Господи, да мы клеим, ничего не переживай. И, короче, решился этот вопрос. Никто мне ничего не сделал. И я шел по этой весенней улице. Музыка играет, я на свободе. Как будто меня выпустили из тюрьмы, я тебе клянусь. Я сказал, что я это больше делать не буду. И потом я также перестал по-детски воровать. Что ты воровал? От недостачи, тебе не хватало. Там, ты мог в пионерском лагере там, карандаши украсть, там, да, там, тихонечко их в чемодан положить, там, что-то еще. Ну, такое у меня было. И пару таких некрасивых поступков я сделал. Мне даже не очень неудобно об этом говорить. И я еще, такая сука, бросился это искать. Ну, когда человек увидел о пропаже, и я первый, кто... Так, давай думать, кто это мог быть. Знаешь что? Думаю, тварь. И я как-то подкинул там в результате. Но это очень некрасиво. Но я тебе скажу, мне потом Бог наказал за это. А это правда, что помимо Юры Шатунова и помимо Тото Кутуньи, один из самых любимых твоих артистов – это Фредди Меркьюри? Ну да, наверное. Ну, слушай, ты его машину купил? Ну, при чем тут? Ну, постороннего человека ты машину не купишь. У меня вообще было странно. Я для себя его открыл вообще в 91 году. Я, конечно, слышал песни, но интересовался вообще другой музыкой. Я еще был малой. И когда даже вот я видел в «Ровеснике», мне всегда он раздражал. Вот этот человек с усами. Мне почему-то казалось, что он какой-то водитель автобуса. Если Майкл Джексон – это же звезда, там, или там, Мадонна, или Саманта Фокс, да, то вот кто ты такой вообще? И написано Queen, да? И мне не нравилось. Но когда вот я услышал шоу «Мозголом», тогда я помню, у меня было потрясение. И потом начал интересоваться, я собирал там все. Но когда вот эта история была с машиной... А как ты ее купил вообще? В больнице вообще я лежал тогда. И аукцион был по телефону. И Андрей, вот, который менеджер, он говорит на английском, и он вел торги. И я лежу в этой пижаме. Кто бы это видел вообще? Давай. И мы покупаем эту машину. Но там было такое условие. Его сестра, Фредди, если ей не понравится покупатель, она снимает лот. У нее есть право. Но так как это было после Евровидения, и я был на каком-то там слуху, да, они мне бы хотелось, чтобы машина была у творческого человека. Хотя сразу назвали, что это купил российский бизнесмен. Я думаю, я российский бизнес, ну ладно. И сейчас я, кстати, тебе скажу, я подписал уже документы, и мы выставляем ее на Сотбис, на аукцион. Я только в бардачке заберу там его парфюм и салфетки. Я себе на память просто оставлю. А так мы выставляем эту машину, и вот полученные деньги мы передадим, ну там уже решим как. У меня в чем была проблема этой машины? Был момент, когда я ее купил, Сердючка с мамой передает машину Фредди Меркьюри в музей Queen. Но такого музея нет. Есть небольшой в Монтрео, ну, как мемориальная студия. Ну, там 3,5 метра куда. Вот, и ее некуда было поставить. Я решил ее забрать в Украину и думаю, мы найдем место, и будет как для фанатов такая вот история. Там, ну, допустим, концертный зал Украины, там фойе, к примеру. Знаешь, как в дорогих отелях стоят машины. По типу хард-рок отелей, знаешь? Пока оно все зависло, пока война. Но ты же понимаешь, при том, сколько там денег не было, но они заканчиваются, да, и много растрат, и я думаю, вот момент того, что те деньги, которые мы заработаем, они пойдут на беженцев. И все-таки я вижу беженцев, потому что это люди, которые потеряли. И, ну, я столько историй знаю, что я не могу это... Я расстраиваюсь и понимаю, что это расстройство, оно такое деструктивное в моем случае, потому что, ну,
И я думаю, вот в ноябре месяц это состоится, и посмотрим, как это получится. Очень многие люди во время войны держались за детей. Да, что вот у нас есть дети, мы ради них должны выживать. За что держался ты, и не пожалел ли ты в этот момент особенно, что у тебя нет семьи в итоге? За что я держался? За телефон. Мне писали какие-то люди, там, да, ну, знакомые, естественно. И я понимал, что в этом моменте отчаяние, испуг и крик. Мне надо забирать детей и уезжать. Что ты думаешь, Андрей, это кошмар, это... И я пишу: Оля, чтобы я знал, что это ты, напиши Поляныця. Я понимаю, такая пауза. Она рассмеялась и меня набрала. И мы с ней поговорили. Вот этот момент, раз, как будто вот я пробку в ванной, и пошла вода. Я понял, что это работает. Я говорю: Оля, ну куда ты поедешь? Ну вот зачем? Ну вот объясни мне, куда? Ты не знаешь, что ты не... Твой муж в Америке, он тебе помочь никак не может. Денег мало там, да? Не торопись. Вот все, это как-то тебя И ты знаешь, и она работает у нас, Оля, вокалистка. И она говорит: ты знаешь, мне это помогло, я никуда не уехала. Я думаю, слава Богу, что я никуда не поеду. Слава Богу. А ты-то сам, ты один, кто тебе поможет? Почему? А мне надо помогать, я что, инвалид? Что мне надо, костыль или что? Что мне надо? Что ты имеешь в виду, объясни? Я себя не чувствую вообще одиноким, я просто один. Да, вот эти были события, я же не был сам. Ко мне приехал Дима, который у нас играет Зайца. И я забрал его после X-Factor, предложил ему, потому что когда заканчивается шоу, их все знают в лицо, да, у них бывает травма, потому что они думают: о, мы сейчас поедем в тур по Днепропетровской области, да, а это не случается. И для них это такая бывает травма. Он очень молодой, он только школу закончил. Я говорю: ну поработай, я тебе ничем не могу помочь. Единственное, ты можешь просто быть в коллективе и смотреть и учиться. Ну, вот, смотреть, да, вот в работе. Когда я проснулся 24-го, в час дня, ничего не знаю, еще сонный. Я что-то накануне выпил. Все наши пошли на премьеру фильма «Велика прогулянка», там, где мы пели песню «Е пропозиция», премьера. И фильм должен был выйти 24-го в прокат по стране. А 23-го была для друзей, для прессы предпоказ. И он мне говорит: алло, Андрей, ты что, не знаешь? Я говорю: я ничего не знаю. Война началась. Я говорю: да ладно, какая война? Что ты говоришь, Дима? Я ничего не могу понять. А что у тебя такое тарахтит? Это чемодан. Я говорю: ты куда-то уезжаешь? Он говорит: я еду к тебе. Здрасте. Он испугался, не знает, что делать. А он сам из Бердянска вообще родом. Я говорю: ну едь, конечно. Я быстро там же навожу порядки, все же бегом, значит. И он приезжает, вот, рассказывает эту историю. И вот начались первые сирены. Быстро он узнает, где бомбоубежище, пустой дом. И вот вместе с ним, я думаю, у меня была ответственность за него. Не то, что там я руководитель коллектива. Нет, у нас такие дружеские отношения. В момент он младше, и я должен быть как-то, ну, громко сказать, пример, да? Ну, как... Ну, тебе 50 лет, ему 20. Вот к чему это было сейчас сказано? Ну, вот зачем эти цифры? Ну, сори. Давай сейчас скажем, что тебе сколько. А мне не 50. И мне тоже не 50, посмотри, пожалуйста, в Википедии. Ну, тебе в следующем году. А по Википедии Ине уже скоро 60. О! Потому что они все знают. О, да ты переживаешь? Я вообще не переживаю. Из-за возраста? Нет. Мне, конечно, не нравится эта ситуация, но я не переживаю почему-то. Вот мне не хотелось, чтобы мне было 20. Мне вот нравилось, вот ты вскочил и проспал. И, тебе надо быть в 8, да, а ты просыпаешься без 5 в 8. И ты просто оделся и побежал. Сейчас надо, значит, кепку, значит, там что-то мазать. Понимаешь, но, к сожалению, ну а что ты сделаешь? Ты живешь один, и ты часто говоришь о том, что вот тебе, наверное, лучше было бы и не создавать семью. Тебе хотелось создать семью? Да, в 20 лет, наверное. Когда ты отрываешься от родителей, там, ну, тоже слово «от родителей», это так, я громко сказал. Ты живешь в 11 метрах, да, и проход вот этот, да, одна кровать, другая, тут двухспалка, и ты пройти никуда не можешь. Телевизор, в котором садится кинескоп садится, да, такая вот эта дырка, а светлая сторона, это царский дом был,
и ты, значит, пледом вот так, значит, накрываешь, и ты смотришь Буратино. Знаешь, что это Буратино? Вот это. И мне, когда показывали вторую серию, вторая серия, это, я молился, Господи, да, чтобы была сразу вторая серия. Не было у тебя такого? Чтобы это было дольше, продлилось это счастье этого фильма. И вот, а когда они заходили в харчевню, Так. мне все время хотелось есть. Когда-то жарится этот барашка, этот, и это, боже, мне так все там вкусно было. И та же ситуация у меня с фильмом «Чародеи». Я помню премьеру этого фильма, его показали в 1982 году. Стоит елка, которая пахнет елкой, да, не искусственно. Что-то там на некой кухне копошатся, значит, родные. Я лежу на этой кровати, тут телевизор. И мне так это понравилось. Я тоже молился, чтобы вторая серия. И была вторая серия. Меня Бог услышал. И горят эти огни на елке. Вот это было счастье, да. Этот фильм, мне казалось, такое настроение крутое. Это самобранка, эти песни. И уносят это, и... Боже, ты что? У меня очень крутое было время, я скучаю за этим. Смотри, вот все, что ты говоришь, это все было так или иначе в моем детстве. Это все было еще в детстве миллионов людей. Да. И сейчас эти миллионы людей абсолютно разделены войной. И непонятно, что делать с тем детством, которое было у нас одинаковое и, в общем, общее. Я просто его вспоминаю. Не надо ничего с ним делать. Ну смотри, всех украинцев сейчас воротит, когда там русские говорят, мы братские народы. Воротит, правда. Послушай, это мы жили в СССР. Мы же не отрежем это никуда, да, и ты не отрежешь, и я не отрежу. Это было, будет меняться с поколением. Когда вот поднимают вот тему языка, я тоже за это. И для меня он не чужой никакой язык. И я не отношусь к нему плохо. Но державна мова повинна быть українською, звичайно. Вернись на пару шагов назад. Что нам делать со всем этим нашим общим прошлым, которого теперь у нас нету? Должна закончиться война, это раз. Украина победит. Это я сейчас не говорю как лозунг, там, да, это факт. Украина должна победить, она победит, потому что правда в нашей стороне. Никаких аргументов, когда там говорили, вот, мне же там тоже были свои проблемы. Но, ребят, это внутренние мои проблемы с теми людьми, с Украиной. Мне тоже делали митинги, я как-то разберусь с партией «Свобода» сам. Ну, на наших отношениях. Я понимаю, что тот момент, когда меня бросали яйца в Тернополе, к примеру, мне портилось настроение. И когда этих ребят поймали, они посмотрели весь концерт, и потом, значит, у нас бросили яйца, да? Они были приклеены изолентой к сиденьям, потому что всех проверяли. Я думаю, почему так много охраны, как будто Пол Маккартни приехал. И у меня реально испортилось настроение после летящих яиц. И стоят эти ребята, лет 18-20, ОМОН их скрутил. И я представляю, сейчас там их побьют в этом, где там, СИЗО или где там это происходит. Воспитательные эти меры. Я говорю, ребята, а вот, ну, в чем проблема? Я думал, проблема в том, что суржик, або я позорю українську жінку, как это все накручивает. Но нам же треба заробляти. А им дали по 180 там чего-то, там гривен, или что там было в то время, я не помню, купоны. И они просто, вот это был заработок, что надо в конце это просто бросить. Ну как, испортить настроение. На тот момент эта партия пиарила за вот счет популярных каких-то артистов. Есть кадры. Вот просто посмотрите. Данилко, Мудилко, едь с Украины. Такие там были. И люди идут на концерт, а это было в новинку. Такого не было. Чтобы на артиста, тем более развлекательного жанра, устраивали пикеты, митинги и какие-то оскорбительные вещи. То есть я был позор. Конечно, меня начали приглашать в Россию. Меня очень любили. И ко мне относились очень хорошо. Это правда. И вот поменялась как будто ситуация, да. И ты едешь, конечно, куда, где тебя любят, где тебя принимают, понимаете, да? Что ты почувствовал, когда узнал о том, что Россия на 50 лет запретила тебе въезд? В тот момент, когда это сообщили мне, это был пиковый такой момент. И я был настолько заведенный, мне настолько это было, ну, чтобы не ругаться, все равно, но есть более точное слово моего отношения. И я сказал, что там я не видел. Мавзолей я был, там, значит, по Красной площади ходил. Не был только в Большом театре, единственное, где я не был. Даже в храме Василия Блаженного я был в детстве.
Я не мог поверить, единственное, мне было смешно. Ну как это, думаю, как это там в детстве слышишь, когда кого-то запрещают или кого-то высылают из страны, да. И тут я, который играет какую-то Верку Сердючку, да, такое вот внимание, что его запрещают, что это как-то опасно или... Ну, 50 лет. Ну, там такая была хорошая компания из запрещенных людей, что я думаю, ну и хорошо. Но есть это ощущение, что что-то потерялось, да? Это же часть твоей юности, часть твоей жизни прошла в России. Я тебе скажу, Россия не была основным местом. Просто в то время было это особенно важно, добиться успеха в Москве, именно в Москве. Это да? так в Украине считалось? Ну, это везде считалось. Основная такая точка была, таки да, это Лужники. Но вот никто не помнит, что Сердючка собрала 2 битковых концерта в Лужниках. Я даже не мог пригласить знакомых туда, ну, своих. Вот была Алла Борисовна была, с Максимом, Кристина была. И вот когда Алла Борисовна после банкета мы сидим, и Алла Борисовна мне намазывала все время этот бутерброд с икрой. И говорят, закусывай, закусывай. А много людей сидело. И, естественно, тосты, какой я смешной или какой я там молодец. Там. Она говорит, я это все слушала. И я, значит, рюмка за рюмкой, конечно, ну так держался. И она мне подмазывала эту икру и говорит, ты знаешь, я, наверное, поеду, потому что все немножко напряжены. Я ее провел до машины туда, в Лужниках. Все было хорошо, пока она была. Я открываю двери, а там драка. Шура дерется с Хизри, который директор Аллегровой. И там просто этот «Веселые ребята» фильм, да, когда драка это. Пугачева была сдерживающей. Такой момент, когда они пока все сидела вели, Пугачева, да, все было сидели, хорошо. молчали, да. А там много артистов, я же не помню. И я сижу такой несчастный после этих Лужников. А это все тяжело. Подожди, слушай, это довольно важная история о том, что пока сидела Пугачева на банкете, Да. все было хорошо. Как только она вышла, все стали драться. Все сидели как по струнке смирно. Ты поэтому говоришь, что то, что Пугачева молчит, это важнее даже, чем то, что многие другие говорят. Вот я тебе скажу такой момент. Концерт в Кремле. День какой-то милиции, полиции, я не знаю, что это такое. Но такое престижное. И я думаю, господи, мы в таких костюмах выступали. Это еще какая-то белая накидка, тут какая-то кусок буа у меня. Ну, такая икона стиля. И стою я, и эти, значит, ребята, но вот так стоят все, финальная песня, артисты, там, ну, там все. Идет Пугачева, как ледокол, вот, значит, вот так. А мы вот так же все стоим. И она проходит, ни с кем не здоровается, проходит так мимо меня, потом поворачивается, ой, Андрюха, привет. Эти чуть все не упали. И говорит, вот как-то я всегда ощущал от нее очень какое-то хорошее ко мне отношение. А правда, что она тебя защищала в 2007-м после Евровидения? Конечно, да. А почему? Потому что она понимала, что это несправедливо, то, что это заказуха. Она понимала, что мне тяжело, и она понимала, что с ней творили то же самое. Не ожидая, что будут пытаться творить еще в будущем. И я всегда на ее стороне, потому что она битый человек, и она понимает, где настоящее, а где не настоящее. И вот чувствую ее, и я ее видел трогательно. Я же не видим некий образ. Я же тоже не такой, как и сейчас, может быть, да, там, до конца. Потому что мы сейчас, я понимаю, что нас снимают, там, и вот. Я бы не хотел быть таким, но мне приходится быть таким, да. Созванивался ты с ней, с Максимом? Да. Когда-то написал, да. Но не хочу, чтобы выглядело, как будто я рассказываю о них, а так как их все время использую, да. И Данилка нас сказал, Алла Пугачева, страна ужаснулась. Вот эти, знаешь, заголовки. И мне кажется, что они когда читают это, то они же попадают на это. Но... Это не мой вопрос и не мой жанр, но тем не менее. Если бы ты оказался перед Путиным, что бы ты ему сказал?
Ну, опять вы говорите какую-то научную фантастику, да? У вас было какое-то выступление, где был Кучма и Путин, и Кучма с тобой танцевал. Такое было? Ну, есть даже некий стендап. Вы посмотрите, в интернете она есть. Вот вы забьете «Сердючка. Знакомство с Путиным» и там послушайте. Не хочу это рассказывать. Но на меня он тогда произвел очень хорошее впечатление. Вот правда. Я понимаю, а есть такое, зло очень обманчиво, да, оно очень влюбляет в себя. Вот я думаю, вот как выглядит беда, ну вот как она выглядит. Вот посмотрите на фотографию Путина, вот так выглядит беда. Не беда вот именно для украинского народа, для русского народа, для всех. Вот это беда, вот эта фотография. Вот просто не горе даже, а вот беда, которая приносит и горе, и страдания. И он весы. А я хорошо знаю, потому что я весы, он 7 числа, я 2. И я же говорю, он при встрече как будто стеснялся. А я из-за того, что меня споили, я в этой шубе, тоже в сердючке, это роза у меня тут, это же все чуть-чуть так, немножко уже я так почувствовал себя пупом земли, там официанты мне наливали эти крымские вина, мне льются песни, льются. А он не пил, он просто с этим бокалом подхихикивал, вот так губы господи. Пригубливал. Правильно. И так. Так он смеялся. И когда вот я ему показал этот жест, и он мне показал, типа, ты ко мне, и я прибежал, то я помню, что не то, что я испугался, хотя я думаю, боже, что я сделал, да? Всех парализовало. Вот просто одни сверчки крымские звучали. Вот и тишина. И мы вот когда с ним были близко, он такой какой-то светлый, летний, как все вот первые лица одеваются, так аккуратненько. Какая-то у него такая курточка была, такая даже светлая. Я так смотрю своим пьяным взглядом и думаю, боже, какой он маленький. Думаю, что он... А вот он нормальный, но просто как будто уменьшился. Как будто выпил, как вот эта девочка, это Алиса в стране чего там. Чудес. Да, это да. Что она выпила, это какой-то там... А что она вообще выпила, это Алиса? Это... Капли. Капли не пей меня. И она стала меньше. Вот у меня такое было ощущение, как будто вот он выпил капли не пей меня. И у меня было очень приятно. Я думаю, боже, какой он приятный. Вот он влюбляет в себя. Вот надо быть очень аккуратно с такими людьми. Очень аккуратно. Это я понял попозже. Что бы ты изменил в своих отношениях с Россией, которые были прежде, в конце 90-х, начале 2000-х? Ничего. Это меня приглашали, я приезжал. Я никогда никуда не напрашивался. Нас приглашали, и мы приезжали, даже отказывались, но мы приезжали, потому что нам платили деньги, и нас хотели видеть. Поэтому я ничего не менял, потому что тогда все было хорошо. И тем более, наоборот, это был показатель. Мне, наоборот, нравилось. Что вы улыбаетесь так? Шутку придумала. А, ну давай. Сердючка должна петь теперь не «хорошо все будет хорошо», «хорошо все было хорошо». А вот это, кстати, было очень остроумно. Хорошо, все было хорошо, я это знаю, я это помню. Слушай, и ты знаешь, сделали импортозамещение, значит, они сделали свою русскую официальную сердючку. Я не знаю, она называется так же или как-то по-другому? Сердючка и точка? Или как? И вот такая же хуйня, как их еда и точка, или их Кока-Кола, да, вот их вот это. И такая же сердючка. Вот грудь вот так, значит, колесом, как будто горб у нее здесь. Какая-то русская песня вот тут стоит, как будто взяли на работу часть коллектива Бабкиной. И она стоит и поет вот таким, значит, дурнуватым, значит, этим жестом. Песня, что все будет хорошо. Ну, с другой мелодией какой-то. Да. Поэтому я тоже так держался, так за голову, так как ты. Как ты снялся в фильме «Шпион»? Ну, суперфильм. Послушай, я сам не знал, где мы снимаемся. В смысле? Я тебе, вот сидит Андрей, который мне позвонил утром, и я такой какой-то раздраженный, не выпил еще кофе, плохо спал, опять нет на таблетках, не соображаю. И он говорит, там есть предложение поехать сняться, куда сняться, куда поехать? В Будапешт предлагают сняться 2 съемочных дня, надо сыграть сердючку, ну как камео.
Я говорю, Будапешт? Он говорит, Будапешт. А я говорю, деньги платят? Платят. Чаще бывает, ну это же вам надо, начинаются эти рассказы, да? Ну чего-то нам, да? А вам не надо, да? Чего же вы нам звоните, да? Они говорят, да, платят деньги. И я так подумал, когда Андрей рассказывал, что там такая есть интересная пивная, где там собираются звезды, приезжают, там такой движ, какое-то разрушенное такое здание. Думаю, о, как раз приятное с полезным. И мы приехали туда, посидели в этой пивной, утром на удивление, как огурчики, в 9 утра посмотреть площадку. Ну, показывают площадку, и я не понимаю, что это происходит вообще. Все мои замечания выполнялись за 3 секунды. Но я говорю, вот было бы хорошо, чтобы тут стояло 3 тумбы. Будет хорошо бэк-вокал выделяться на сцене. Через 3 секунды стоял человек с этим сантиметром. У нас бы что сказали? Понаезжал их окны, опять руки выкручивают. У нас бюджет ТТТ, а он ему подиум это. А у нас Бонем и так выступает. Конечно, слышу это все время. Слышал. Тут это все быстро происходит. И я приезжаю уже на следующий день, уже на съемку, да, и я понимаю, это все стоит. И я им говорю, было бы хорошо, чтобы они были черного цвета. И они их задули черным этим баллончиком. И я делаю для фильма, они все это понимают. Мы никого не ждали. Это все было точно. Я просыпался в 6 утра с радостью. Мы завтракали, ехали на съемку, грим, съемка. Эти смотрели это. Я же не знал, кто такая Мелисса Маккартни. Hello, everybody! Kitty Cock, Стэтхэма я знал. И он в свой несъемочный день остался нас смотреть. Они нас смотрели как дети. Ну, на сердечко. И мы снимали с этой Мелиссой Маккартни. Так прямо мило, очень хорошо. И наши ребята в процессе импровизации ее подняли. Съемка остановлена, паника, артистка испугалась. Ребята, не делайте так, хорошо. Но в фильме остался этот кусок, где они ее поднимают, потому что там живая реакция. А они вас позвали, потому что они понимали, кто такая Сердючка? Я когда спросил у Пола Фига, говорю, на этом же месте может быть кто угодно, да? Он говорит, нет, мне понравилось, я был в Лондоне, и его знакомые показали Евровидение. И говорит, я начал там как-то гуглить, смотреть, говорит, мне так это понравилось. И он придумал эту сцену под нас. То есть если мы согласимся, то, говорит, я эту сцену допишу. Это Пол Фиг. Он и актер, и сценарист, очень хороший. Мне так он понравился. Боже, я впервые видел режиссера, ну, у меня просто, наверное, был горький опыт до этого. Что такое режиссер у нас? Это обязательно мат, крик, быстрее, какой-то там, да? То здесь это шляпа, значит, выглаженная рубашка, галстук, все тихо, все как-то так спокойно, все по нотам. И я предложил это выскочить в кадр, Сердючка выскакивает в кадр. Почему я это сделал? Потому что я понимал, что если фильм будет идти там, в странах СНГ на тот момент, да, никто не ожидает, ну, всех ожидает, наверное, кроме Сердючки, появления в голливудском фильме. Да? И когда она появлялась в камере, вскакивала, вернее, в кадр, то все начинали орать. Ну, по крайней мере, в Украине так точно. Потому что никто не ожидал, начинали все хлопать. Ну, типа наши. Даже кто не любил эту Сердючку из-за некой, ну, как бы, нашей. Я даже этот фильм не смотрел. Что ты так смотришь? Ты даешь. А что такое? Может, у тебя времени не было? Вот, класс. Время мне было, я не могу смотреть, я все время боюсь, что мне не понравится. Я этот кусочек когда-то по пьяни видел, сам этот кусочек. Ну, ничего там особенного нету, но в целом фильм я не видел. И мы поехали на красную дорожку уже в Нью-Йорк. И то я думал, ехать, не ехать, ехать, не ехать. То, конечно, удивительно. Удивительно, как это все происходит там. Вот думаю, ну то же самое, что у нас, только на мировом уровне. Тот же бардак, тоже мониторы косо-криво, да. Хотя презентация была в... Ты же была в Нью-Йорке? Да. Ну, я так пошутил. Ну, не на красной дорожке. Ну, естественно, ты же не снималась в кино. Конечно. И презентация была, как этот отель? Плаза. Знаешь, который вот самый центральный отель возле Apple. Я думаю, боже, здесь, наверное, построили сцену. Господи, как в библиотеке. Какая-то сцена
криво эти мониторы. Мы поправили эти мониторы. Какая-то певица, которая там выступала до нас, стала не по центру, а возле тех мониторов сбоку. Думаю, что за дура? Ну, подвинь ты там как-то, ну, как-то обыграй. Вообще. И мы работали 3 песни. И они просто были в восторге. Почему? Потому что мы не пели на английском. И им это прикольно. Этот фильм повлиял на карьеру в Голливуде, на Западе, в Америке? Я тебя прошу, ты знаешь, ну я же как бы человек здравомыслящий, да? Ну вот назови мне, кто так сделал какую-то карьеру в Голливуде, вот из наших? Это всегда, ну, разбитые надежды. Ну, всегда. У меня такого вообще нет. Мне нравится приезжать туда, в ранг, если мы играем звезду, приезжать туда в ранге звезды. Из Украины. Наделали шуму. Поверь, мы выскочили на эту дорожку. Все бросили Джуда Лоу и этого Стэтхэма и бежали к нам. И тогда уже Стэтхэм подошел уже к нам, как будто мы в школе учились вместе, обнялись, что мы снимались. Поэтому это смешно было. То все фотографы, вот просто они побежали от них к нам. И поэтому вот лучше появиться в таком статусе. Тем более, там зарабатывать очень тяжело. Ну вот я имею в виду как бизнес, да. Что с тобой случилось в начале войны, что ты давал, по-моему, 24/7 интервью? Кто-то вообще не мог найти слов. Это моя была реакция на происходящее. Момент, когда некоторые не понимали, почему он шутит там, да. Это форма, конечно, это форма для того, чтобы разрядить. Я сказал, вот момент, почему я так выбрал, там что-то, я кастрюлю на голову одевал, там что-то. Ну, я помню, да. Какую-то, может быть, с одной стороны, хуйню, извини, да, но вот она нужна. Почему я ругался матом много, да? Потому что в это время по-другому и не скажешь. Мне многие даже люди говорили, на улице подходили, когда они там услышали какую-то фразу, но она у меня выскочила, да, то это как будто нас сближало. Я такой же, но я ничем не отличаюсь от обычных людей. Я, смотря твою программу, я же не смотрю как артист или там почетный громадянин Полтавы. Нет, я же смотрю как человек. Мне нравится это или не нравится. Там, ну, у меня абсолютно обычная реакция, как любого человека. И я такой же был человек, и я остаюсь, который находится в таких обстоятельствах. Это очень сблизило с людьми меня. И многие мне очень были благодарны. Но я это абсолютно понимал, что может быть паника, и люди боятся, и люди могут реагировать на это. У людей просто шок. А дети? А куда бежать? А как, что делать? А мы сейчас придумаем. Равнять смирно, это свистать всех наверх. Ну, какой-то... А это... Андрей, ну перед так не... Понимаешь, да? И оно давало вот такую возможность или высылать какие-то смс-ки. Мы сидели вот с Димой, мы одевали эти, знаешь, такие маски, мы играли типа пленные и, значит, солдат ВСУ, да, допросы. Они, конечно, не для всех, это такая внутренняя шутка, да. Внутренняя шутка. Но вот мы сидели без света, и только какая-то лампочка, потому что весь Хрещатик пустой, черный, это все ужасно. И мы высылали кому-то смс-ки, там, привітання, там, підтримки з моїм побратимом Димой Волкановым, там, Кости Меладзе. Мы реально смешили. А вот Костя в Киеве? Нет, Костя в Италии. Костя в Италии, он очень сложно выезжал. Ну, мы списываемся с ним. Он очень остроумный человек. Он кажется со стороны, но для многих людей, как какой-то взрослый человек, может быть, какой-то закрытый, да. Он пацан. А я просто пытаюсь понять сейчас взаимоотношения между Валерием и Константином, двумя братьями Меладзе. Это я не знаю. Это я не знаю. То есть вы не обсуждаете это? Вот в СМС-режиме, да, друг друга поздравляем с праздниками. Вот если посмотреть со стороны, мы тут больные на голову, взрослые люди, там, с Днем Чечетки. Там, да. И он так вошел в эту игру, что я понимаю, что это тоже его развлекает, и мы можем подурачиться. Мы как-то долго пристраивались друг к другу, так как я закомплексованный человек, я постепенно это в себе уничтожал. Я думаю, Костя тоже. Мы похожи где-то в этом плане. И я же заикался очень сильно, поэтому практически не разговаривал, потому что я стеснялся. И меня даже лечила эта бабка, которая... Я не верил в это, но мне выкатывала яйцо. Не делали тебе такое? Я и не заикалась. Слава Богу.
Так и что, она тебе и катала яйцо, и ты перестал заикаться? Слушай, ты удивишься? Удивлюсь. Да, я пошел, мне было лет 15, я со своей подругой пошел в Полтаве, нам посоветовали. Я представил, что какая-то бабка, колдунья. Там. Нет, открыла, как будто учительница младших классов. Ну, взрослая, средних лет, скажем. Проходите, там надо было принести какой-то хлеб, там что-то такое. Она там какой-то свой ритуал выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через там, лет 20, наверное. Что она имела в виду? У тебя перепух от человека, которого на этой планете нет. Ну, типа, он умер. Я потом понял, что это папа. Когда папа устраивал концерты, вечерние концерты, после полуночи, знаешь, и выпивший, я боялся всегда вот этого звука в окно. Это значит, папа, значит, Света, моя мать, Света, давай побеседуем. Вот это слово «давай побеседуем», я понимал, что вот сейчас мне минута еще полежать, и потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку и бегу к таксофону 02, выезжайте, Роза Люксембург, 57, квартира 11, вот это я выучил. А он бил маму или бил тебя? Нет, он меня раз ударил, еще поизвинялся. А маму, да. Это то поколение, вот, дети той войны. У меня есть предположение, там были проблемы, я думаю, сексуального плана какие-то вот. Потому что когда первый муж мамы, его посадили в тюрьму за изнасилование. А она говорит, такого быть не могло. Потому что у нее была проблема, и у них ничего даже не было. После войны они... Там, наверное, какие-то стрессы, я не знаю. Он на себя взял вину. И его посадили, он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование. Хотя он этого не делал. Я думаю, такая... Поэтому все очень пили. И пили плохой алкоголь, естественно, да. И самогонки. Я же помню, когда стоят эти бетоны, и это же тайна, это капает. Я любил в детстве подходить, они нужно капает это. И я, мама, поджигать. О, хорошая. И фраза была, не выбрасываем шкурки после мандарины. Почему? В банку и, значит, типа, Хеннесси или что-то. Ты отца простил своего? За что? За то, что он пил, за то, что его не было рядом с тобой? Ну, у меня даже такой вопрос не стоял. Это было и было. Я не судья был. И у меня не было на него какой-то обиды. Я понимал, что у меня нету... И мне поэтому не случилась, наверное, и семья. У меня не было примера. Вот это я сейчас понимаю. Когда говорят о примере, вот когда дети, мы же обезьяничаем, да, и, может быть, я больше набрался в художественной школе, там, в театре студии «Гротеск», потому что я копировал режиссера или там учителя по рисованию, да, вот я больше в этой сфере крутился. Я дома не находился, потому что там не было места. 11 квадратных метров, отсутствие кухни, туалет на улице, общий для всего двора. Ну, в этом не было никакой проблемы, я была очень счастлива, потому что мы не знали, как бывает по-другому. Понимаешь, да? И, в принципе, то, что мне хотелось, я всегда мог это получить. Каким образом? Сдавал бутылки, собирал или ходил, как щедровалка. Понятно, что щедровал? Щедровал? Это как на русском? Каледовать. Угу. И я это ждал весь год. Я брал подругу, Таню Гавриленко, и мы ходили по квартирам, стучали. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку, кашки, щось, кільця, ковбаски. И за это была такса 20 копеек. И когда нам давали конфеты, мы были очень всегда расстроены. Ну, типа, блин, конфеты. Потому что мы собирали деньги. Это были мои деньги, я никому ничего не отдавал, но я там что покупал, там, естественно. И я ждал Старый Новый год потом. Вот это был такой хлебное место. И я думаю, как хорошо, что я мальчик. Знаешь почему? Потому что девочки не должны были ходить посевать. Да? Только мальчики, да. И я брал это зерно в 5 утра, я ходил, сонные люди открывали, я вот это посыпал. И давали, тогда уже давали 3 рубля. Подожди, это какая-то украинская история? То есть ты в Старый Новый год должен прийти что-то посеять? Я такого в жизни не видела. Ну вот что тебе было за детство? Ну вот я не знаю, многие говорят, что такое не знают. А это такая была традиция. Было нужно, чтобы первый зашел мужчина в дом в этот день.
И когда ты заходил в этот день, дитина пришла, хлопчик, посеяв, значит, будет счастье на весь год. Это кратко тебе объяснил. Но у меня был чисто алчный интерес заработать. Потому что 3 рубля там, 3 рубля, это уже сколько? 6. А еще туда сколько? 9. Я себе пересчитал, кто мне откроет. А были такие, что суки не открывали. Или говорили, там, самое обидное, когда ты настойчиво стучишь, думаю, все равно же ты откроешь. И я стучал, и собака гавкает, значит, и она мне говорила, у нас уже были. Я в этом жил, и мне поэтому вот выдумать смешное мне не очень сложно. На этом все оттуда. У меня такая была насыщенная вот эта жизнь по разным моментам. Я думаю, оттуда смешное. Вот все оттуда. Но оно же грустное больше, чем смешное. В то время ты это не понимаешь, тебе не с чем сравнивать. Ну, ты же не скучаешь за бананом, ты его не пробовал, и ты вот не скучаешь. И что вы делаете? Стул ломаю. Это я обожал, ты сейчас так сделала, и мне так сразу бах, картинка. Когда в парикмахерской, да, тебя садили на эту досточку, садили тебя, да? И думаю, вот сейчас будет самый лучший момент в моей жизни, когда она начинала делать вот эту... Когда тебя поднимают? Боже! И потом в конце тебя... И ты пахнешь 2 недели одеколоном. Ну, мне так точно не делали. Ну, конечно. А чего тебе так не делали? Потому что я девочка. Так всех... А тебя не пшикали так, нет? Нет. Какая-то несчастная. Ты не колядовала, ее не пшикали, не поднимали. Поднимали. Ну, вот, хоть что-то у меня было в детстве. И я любил этот аромат этой парикмахерской, да, и прямо мне так нравилось вообще. В какой момент вы с мамой стали близки? Ну, мы никогда не были далеки, скажем, да. Нас поссорили журналисты в большей степени. Посмотрите, там типа сын жирует, как он ездит, а мама, значит, в огороде, значит, в тапочках. Ну, а в огороде, а в чем может быть? На каблуках она должна быть в огороде. И они приезжали, не спрашивая, да, просто снимали, делали. Ну, ты сама знаешь, как делаются эти сюжеты. Никогда вот родители, они не хотят, это ваша жизнь, они, вот, мама, вот квартира, вот тут. Что я там буду делать в той квартире? Смерть ждать? Так они говорят. Поэтому никто не пытался у кого-то уговаривать. У нас были всегда прекрасные отношения. И я просто к этому моменту сказал, ну хватит раздавать эти интервью. Они же тебя используют просто. Ну хотя бы, если тебе платили хотя бы, да, ну хоть каждый день давай их. Рассказывай, что хочешь, чем я болел, свинка, рассказывай, что хочешь. Но они просто вот ее обманывали. И как они находили этот адрес, мне сейчас скажи, где это находится, там проехать, это тихий ужас. И они как-то находили, и приезжали, и давили на жалость, и ей было жалко, она их впускала. И все, они снимали там камерами, чтобы показать это в таком свете, какой я плохой сын. Был ли у тебя человек когда-нибудь, который был тебе ближе, чем мама? Ближе, чем мама? Ну, так с мамой нельзя сравнивать никого. Как? Мама – это мама. Мне нравилось всегда, что у нас с мамой не было никогда телячьих. Я не мог пережить, когда... Вот я когда видел в других семьях, там, ну, может, вы знаете, там, когда... Ой, сыночка, там трусики под... Ой, боже, я не мог это слышать. Вот это, маечка... Я... Сопельки, это вообще... Меня вот... И моя мама так не любила. При том, что у нас были очень хорошие отношения, да, такие вот, ну, вот, дружеские, человеческие, да. Я никогда ничего не требовал. Но то, что было надо, и она могла решить, она это решала. Ну, художественную школу, к примеру, же надо было оплачивать. Я же не мог ее оплатить. 40 рублей в месяц. В то время. Она оплачивала 40 рублей в месяц. И мне очень нравится, что она никогда не выбирала, как другие, там, с этим дружи, с этим не дружи. Такого вообще не было никогда. Поэтому мне нравилось, что я был самостоятельным. Ты говорил, что ты все время боялся, что с мамой что-то случится, пока тебя нет. Но в итоге ты же был рядом. Нет.
У меня как раз были съемки программы «Маска». И когда это случилось, это были программа «Маска», и на следующий день у меня были съемки. Вот ты прикинь, да? И единственный свободный день был на следующий день, когда я мог поехать на похороны. Это был свободный. Естественно, на этой маске я пытался что-то выдавливать, но все знали, конечно, но никто ничего не говорил, они понимали, они даже, может, несколько реакций взяли моих с предыдущих программ. Мне никто не трогал, но я отбыл, я не подвел людей. И я понимаю, когда говорят, ну вот, как там кто-то, там мама умерла там, или папа, да, он выходит на сцену. Это да, это, к сожалению, так. Ты не можешь подвести такое количество людей и поменять уже ничего не можешь. И я тогда сразу заказал машину и уехал в Полтаву. Это, конечно, было так ужасно, но, ты знаешь, я помню ее руку. Когда мы виделись последний раз, у нее такие были, знаешь, это так ужасно, когда уже начинается какие-то деменция, да, вот они превращаются в детей. И я, уходя на концерт, мы что-то покушали, и я вот так как-то взял ее за руку, она говорит: Андрюша, что-то можно сделать? Я говорю, ну, конечно, сейчас все будет. И я помню теплоту руки. И когда вот я был на похоронах, я взял за руку так. И было тоже ощущение. Но я увидел, что она как будто улыбается. Мне кажется, что вот ей лучше. Вот я все равно верю в то, что это не просто так. Вот мы тут проходим экзамены, проходим какие-то испытания, и почему-то вот придумано таким образом, да. Кому-то дается всего, тебе дано иметь и профессию 4 детей, да, а мне не дано. И я это знал с детства. Почему? Вот я видел, после репетиции мы шли с театра «Гротеск», и вот, в принципе, все же плюс-минус одного возраста. Но я как-то был младше, да. И я вот сделал так, это одна девочка влюбилась в одного пацана. И я их познакомил. И вот я помню, мы идем, падает снег, они идут впереди, а я иду как собачка за ними. И я понимал, что у меня так не будет никогда. Вот тогда. Вот почему-то. Какие-то вещи. Но когда ты это принимаешь, и ты это не драматизируешь, а это принимаешь, что так и есть, ты, значит, направляешь энергию, там, какие-то свои мысли в что-то другое. То есть ты кому-то можешь помочь, ты можешь создать какой-то номер, который может даже кого-то спасти. Понимаешь? Значит, у тебя какая-то другая функция в этом мире. Поэтому я думаю, что вот эта задача, которая тебе дана, если ты ее достойно проходишь, как какая-то некая игра. Ты потом от этого получаешь какое-то другое задание. Ты веришь, что есть жизнь после смерти? Мне хочется в это верить, да. Почему я в детстве на фотографиях взрослый? Ну, в глаза. Я смотрел, вот все дети переодевались в снежинок, в мушкетеров там, или в петрушек, а я не мог. Нет. Покупали там какие-то костюмы, там, ну, Андрей, ну, ты как придурок, нет. Кто бы мне сказал, что я буду играть Верку Сердючку, понимаешь? Ну, вот шорты, там, гольфы, как там, ну, как дети. Белая рубашка. Мне казалось, что все какие-то дети, все младше меня. И момент, когда я вот выходил за территорию пионерского лагеря, вот, мне надо было как-то уйти, да. Школа летняя, сельская, такая, ну, площадка спортивная, она пустое, это такое село, это летает эта муха, и ты забираешься на эту лестницу длинную. И я вот садился, смотрел на закат, я представлял себе, что это большое море, а облака это как горы, вот это солнце, такая мне. И вот я тебе говорю, у меня было ощущение всегда, смотря туда, что меня там ждут. Это в детстве такое. А сейчас? Конечно. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Что в нашей жизни больше никогда не будет таким, как прежде, после войны?
отношения России с Украиной. Никогда. Ну, по крайней мере, мы это не узнаем. Родина или истина? Вроде. Что ты сделаешь, когда закончится война? Сниму маску. Я бы очень хотела, чтобы ты поскорее снял. Давай я сейчас сниму. Давай. Не могу, пообещал. А ты веришь, что война закончится на нашем веку? Я думаю, это закончится. Вот на третий день, бегая в бомбоубежище, я понял, что Россия проиграла. Путинская Россия проиграла. Вот все пошло не так. И я это почувствовал. Вот, да, это понятно, будут сейчас какие-то обстрелы, разрушения, отомстить, там, да, это все будет продолжаться. Но то, что они хотели, это не получится. Захват Киева и захват Украины. Все. Ну, понимаешь, если просто представить себе чисто даже теоретически, что мы проживем всю свою жизнь, не увидев конца этой войны. Я думаю, конец войны мы как-то увидим, конечно. Но то, что наладятся отношения, как-то с трудом.